Ладно, давайте 8 минут вежливости прошли. Те, кто присоединится позже, надеюсь, будут въезжать в курс дела по ходу или досмотрят запись. Я запись включаю. Recording in progress. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами собрались сегодня, чтобы поговорить про нейробиологию расстановочного процесса. Я специально называю так это обтекаемо, не говорю системные расстановки, системные семейные расстановки, потому что расстановочный процесс весьма сейчас разнообразен. Люди в разных концах мира используют очень разные технологии для того, чтобы расставить запрос клиента. Поэтому вот формулировка такова, да, расстановочный процесс и что происходит внутри него, на что мы можем с вами опираться, на такое ощутимое, материальное. Вы все присутствующие онлайн точно, те, кто посмотрит записи, не знаю, знают или нет, но большинство знакомы с моей картиной мира, что человек является трехчастным существом, который состоит из духа, души и тела. И, собственно, конечно, разговор про расстановки – это разговор отдельный про каждую из этих частей и, конечно, про психику, которая соединяет эти части. Но сегодня в разговоре про нейробиологию мы остановимся вот здесь, на уровне тела, потому что все-таки мы с вами живем в материальном мире и плоды расстановочного процесса получаем в материальном мире, поэтому начнем свой разговор с телесной составляющей, с того, что происходит в нашем мозге. Еще одна история, которая натолкнула меня на то, чтобы начать с этой темы, да, не с системных законов, не с того, какой путь прошел Хеллингер и как развились расстановки после него, да, и параллельно с ним, как они развивались, а именно с нейробиологией. Это различие, культурное различие, которое я сейчас наблюдаю, когда учусь на своем австралийском курсе фасилитаторов системных семейных расстановок, где аудитория просто супер международная. У нас есть участники со всей Европы, из Северной Америки, Южной Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии. И удивительно, насколько по-разному люди воспринимают входящий поток информации, который дают лекторы. При том, что все лекторы очень опытные, очень именитые. Нет сомнений, что практика каждого из них успешна, потому что они успешно ведут ее очень много лет. Часть людей воспринимает это абсолютно с открытым сердцем, полностью погружаясь в процесс, полностью отдавая себя процессу. И есть другая часть, которая задает много вопросов, которые начинаются с слова «как». Как мне понять, как мы здесь вот посмотрим и так далее. И я размышляла об этом, почему же так. Мой вывод, естественно, может касаться только нашей ментальности, да, российской. Пока что я не настолько близко знакома с ментальностями других стран, чтобы о них говорить. Но мы с вами довольно левополушарные, мы довольно головастики, да, и вы как практикующие люди, которые сталкиваются с общением с другими людьми, как психологи или как другие специалисты, вы знаете, насколько люди находятся в своей голове. Этому есть исторические объяснения, и один из больших исторических процессов, который произошел в нашей стране, это индустриализация. Это момент, когда людей стали приглашать, буквально, да, приглашать переехать в города, для того, чтобы там вести свою жизнь, да, для того, чтобы работать на заводах, поднимать производство и так далее. И так люди лишились очень важного наследия, они лишились деревни, они лишились контактов. И дети, которые раньше росли в огромном окружении большого количества родственников, получив в момент индустриализации работающую мать, которой нужно на завод, стали оставаться одни, наедине с собой. Маленький ребенок очень телесен, и когда мать становилась недоступна, единственный способ выжить для ребенка оставался начать отключать телесную чувствительность. И, конечно, это моя гипотеза, это такое очень широкая рамка, очень широкое объяснение процессу, но так или иначе
этот исторический контекст как будто подтверждает вот нашу такую, наше стремление все стандартизировать, для всего найти определение, понять, как все работает, не почувствовать, не открыться этому, не расслабиться внутри процесса, а именно понять и действовать согласно какой-то определенной линии, определенному протоколу. Расстановочный же процесс, он очень интуитивен, он очень феноменологичен, он практически не содержит в себе указаний на то, правильно вы делаете или нет, и как нужно делать, чтобы делать правильно. Он весь основывается на телесной составляющей, на чувствовании, что происходит в теле. И, собственно, задача нашей сегодняшней встречи, как я ее вижу для себя, состоит в том, чтобы дать нашему мозгу, левому полушарию нашего мозга, достаточно определений для того, чтобы в процессе дальнейшего знакомства с расстановочным процессом для себя, для клиентов, неважно, использования его как метафоры в своей жизни, мозг, его левое полушарие получало, такую вот, знаете, более стройную картину. Мы сейчас занимаемся вот этим. Когда мы вот это делаем, вот такие части нашего мозга активизируются, участвуют в процессе, перерабатываются, наращивают новые нейронные связи. И вот это спокойствие позволило бы правому полушарию получить долю внимания, да, получить долю расслабленности человека, который знает, что происходит. Потому что, конечно, все неизвестное сразу ставит нас в такое положение, мне нужно сначала понять, потом я только смогу что-то делать. Вот давайте сегодня мы поймем, что происходит, и потом будем просто делать. Потому что, конечно, расстановки как процесс, как практика, они родились из делания, простого, не побоюсь этого слова, тупого делания. Когда-то Берт Хеллингер впервые столкнулся с феноменом, который он потом развил в своей практике, которому нашел доказательства, собственно, эмпирически, да, наблюдая за тем, как это происходит. И интересный момент здесь, что почувствовал он в первый раз то, что станет потом расстановками, в момент расследования, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться здесь, да, предоставления кейса о мальчике с шизофренией и его абьюзивных отношениях с отцом. В психиатрической больнице, где рассматривалось это дело, была такая принятая практика, что все кейсы рассматриваются, постановочно. То есть для того, чтобы рассмотреть кейс, делается экспозиция и выставляются все его участники. И, собственно, в этот момент Берт Хеллингер на рассмотрение этого кейса попал на место отца, того самого, который абьюзивно относился к мальчику с шизофренией. Попав на место отца, он встал и просто слушал то, что говорит ведущий этого процесса. Всю историю он рассказывал, весь клинический кейс о жизни этого мальчика. Естественно, затрагивая и личность отца, и то, что происходило в отношениях между мальчиком и отцом фактологически. И вдруг Хеллингер начал чувствовать, что то, что рассказывает ведущий, и то, что чувствует он на самом деле по отношению к этому мальчику и во всем этом кейсе, это совершенно разные вещи. Надо понимать, что Берт Хеллингер был проповедником, он был священником, и у него вообще не возникало сомнения, вопроса о том, а что это такое на меня снизошло. Он жил и практиковал в парадигме, что у Бога нет рук, кроме наших, и что если уж на меня снизошла какая-то информация, так уж эта информация точно для того, чтобы помочь людям. И он эту информацию на чистом глазу предъявляет. Естественно, в момент вот этого психиатрического расследования на него смотрят странно, но его это не смущает, потому что в данном случае вера этого человека, его путь именно религиозный, он настолько глубоко в нем укоренен, что он просто идет и начинает исследовать феномен, который с ним произошел. Он садится в подвал, начинает бесконечно ставить людей, их истории, их судьбы, вставать в расстановку сам, ставить других людей и видеть, что феномен повторяется.
Естественно, сейчас никакое научное сообщество, да, такой методологией, невозможно удивить, да, невозможно привлечь на свою сторону. Поэтому мы пойдем немножко другим путем. Тем не менее, мы вот будем рассматривать и тот самый феномен передачи, да, передачи информационного следа, информационной связи, которая возникает между клиентом и заместителями, которые участвуют в расстановке. Окей. Еще один момент, который, наверное, здесь важен, не знаю, найду ли я место, чтобы его сказать в основной рамке. Хеллингер и его религиозный путь, да, его статус, его желание помочь людям, очень важную еще одну деталь подсвечивает. Дело в том, что во многих психологических направлениях мы говорим о том, что психолог, да, должен быть немного нейтрально отстранен от клиента, должен оставаться таким идеальным канвасом, на который клиент может наложить свои проекции. У Хеллингера не было отстраненности. Хеллингер был очень увлечен, да, спасением человечества, духовным спасением, и поэтому базово входил в любую работу с человеком, в любой контакт с человеком с теплотой и соединенностью. И это одна из основополагающих историй, потому что нейробиологически работа в расстановке через отстраненность неверна. Работа в расстановке возможна только через соединенность. Соединенности позволяет достичь базовая такая теплота по отношению к человеку, базовое приветствие того, что он существует, базовое признание того, что мы все люди связаны. Собственно, это то, с чем он зашел, и то, что мы будем исследовать дальше, вернее, чему мы найдем подтверждение, да, в исследованиях, которые проводились совсем не на расстановочном поле, но все-таки для нас раскрывают и его научную часть. И вот сейчас я вас попрошу представить себе в качестве упражнения, в качестве такого просто мыслительного процесса, представьте себе, что вы оказались в лесу. И в лесу много звуков, в лесу хрустят ветки, в лесу поют птицы, в лесу рассеянный свет, в лесу очень мягко ступать по мху. И вдруг вы слышите, что где-то на некотором отдалении от вас раздается рык. Вы не знаете, кто это. Волк, это тигр, это вы не знаете. Но вы отчетливо слышите, что где-то там за кустами кто-то рычит, а вы в лесу. И вот вопрос такой. Как вам кажется, в каком состоянии вы почувствовали бы себя лучше? Если в этот момент в лесу вы один, или если в этот момент в лесу с вами есть еще кто-то, еще какой-то человек рядом с вами. Просто позвольте своему телу среагировать на эту историю и ощутите. Лес, день, рык. Вы один или вы с кем-то? Угу. Да. Нам очень важно быть с кем-то в соединенности. Нам очень важно понимать, что рядом есть другой человек. Мы ощущаем его на очень многих уровнях. И сейчас, собственно, мы про эти разные уровни начнем с вами разговор. Меня к этому разговору подвигла, да, помогла мне, собственно, составить это выступление американская исследовательница нейронауки, американская расстановщица, американская преподаватель, которая преподает ненасильственное общение. Ее зовут Сара Пейтон. Один из интереснейших кейсов, на мой взгляд, в ее карьере, о котором она делится и рассказывает, это работа в одной из тюрем в женской колонии. Получая доступ к заключенным раз в 4 месяца, она проводит там расстановки с людьми, которые вот попали в такие тяжелые жизненные обстоятельства. Это, конечно, говорит сначала о колоссальной ее способности испытывать теплоту
и транслировать эту теплоту по отношению к человеку, несмотря на обстоятельства. Но, кроме прочего, ее подход, ее нейронаучный взгляд на расстановочную систему, допущенный в исправительное учреждение, сам по себе говорит нам о том, что, знаете, что-то в этом есть. Поэтому, следуя ее направлению, да, и немножко расширив его, внеся в него свой контекст, я сегодня приготовила для вас эту информацию. Итак, когда мы говорим про расстановочный процесс, в зоне нашего внимания будут находиться 3 нейрофизиологических истории. Первая – это история про зеркальные нейроны. Когда мы наблюдаем другого человека, наш мозг занимается такой предсказательной практикой. Видя другого, да, а мы на протяжении своей жизни видели очень многих людей, да, и очень разных людей. И поэтому, воспринимая другого человека, будь то визуально, будь то аудиально, мы начинаем как бы достраивать картинку до того, что будет происходить дальше. Поверьте, у нашего мозга очень большая картотека в этом месте, куда можно достроить свое поведение, и в целом довольно редко этот мозг ошибается. Поэтому взаимодействие через зеркальные нейроны будет для нас в расстановке очень важно. Второй момент, который важен, это пространственная близость. То, как люди в расстановочном процессе располагаются. Мы сейчас говорим, наверное, сначала базово мы будем говорить про классические расстановки, которые проходят в группе и которые проходят очно. То есть, когда люди могут двигаться, касаться друг друга и так далее. Тем не менее, тут оговорюсь, что онлайн это работает так же прекрасно, так же, как в свое время психотерапия перешла в онлайн-пространство и ничуть от этого не потеряла, а может быть даже очень много приобрела, так и расстановки точно так же действуют пространственно внутри нашего онлайн-общения. Но все-таки начнем с простого, да, начнем с фактического присутствия. Пространственная близость довольно часто равна эмоциональной близости. И объяснение для этого такое вот наглядное, да, не метафорическое, а прям вот наглядное, это наши сны. Вспомните какой-нибудь свой сон, когда вам что-то снилось. Сны часто нелинейны и парадоксальны внутри себя. Вам, например, снится, не знаю, ваша работа, и выходя из офиса, вы открываете дверь и оказываетесь в своей спальне. Фактически ваша спальня никогда не могла бы находиться рядом с вашей работой. Но сон соединяет эти две важные сферы вашей жизни, потому что мозг считает их близкими. Условно, когда я выхожу с работы, я настолько уставшая, что мне только спать надо. Никакие промежуточные звенья мозг не показывает. Он говорит: поработала, поспи. Вот эта способность мозга выстраивать карту пространства, карту взаимоотношений, карту социальных взаимодействий нам тоже будет очень важна в расстановочном процессе. И, конечно, пример наш с тигром, с лесом показывает, что третий важный компонент – это телесное присутствие. И если мы говорим про онлайн, это в принципе присутствие. Это в принципе способность и возможность быть наблюдаемым другими людьми. Если мы говорим про фактические расстановки, телесные расстановки, мы будем говорить еще и о температуре тела, о том, насколько человек этот близко или далеко от меня, могу ли я чувствовать его дыхание, температуру тела, да, могу ли я почувствовать движение воздуха, когда он поворачивается. Но опять же, когда мы говорим о расстановочном процессе онлайн, мы тоже заметим, что количество, качество наблюдающих на нас людей, их позиции, их направленность взглядов, все это будет иметь большое значение и, собственно, тоже будет считываться. Два главных участника процесса на уровне мозга, всего нашего расстановочного процесса, это гиппокамп и амигдала. И они такие два человека, которые перетягивают одеяло на себя. Гиппокамп – это структура нашего мозга, которая занимается
она определяет обстоятельства времени, места, связанность между событием и временем, и местом, и присутствием других людей. Собственно, гиппокампы строят вот эти социальные карты. Все, что мы можем связать в своем мозге, что это было тогда, это было с тем человеком, это было в контексте вот этих обстоятельств, все это работа гиппокампа. Гиппокамп у нас находится, таких структур две, одна находится в левом полушарии, другая в правом полушарии. Левое полушарие, естественно, собирает всю фактологическую информацию. Название, время, место и так далее. Правое полушарие собирает сенсорно-эмоциональную информацию. Как это было, прикосновение, дистанция, вот эта температура, близость, вот все вот это. И когда гиппокамп строит карту социальных отношений, эта функция мозга позволяет нам в расстановке, позволяет клиенту в расстановке рассказать нам, где стоит мама, а где стоит папа, а где стоит, не знаю, мой брат или сестра. И таким образом, когда человек распределяет людей по пространству, мы начинаем видеть, как в голове у него все устроено. То есть уровень его близости к той или иной фигуре из головы вдруг визуализируется и становится прям фактически видимым. Иными словами, расстановка – это такая вот видимая карта нашей внутренней семейной системы, наших внутренних отношений. И в обратную сторону, если мы когда-то наблюдали расстановку, мы должны понимать, что у каждого из нас с вами в голове постоянно происходят вот такие вот расстановки. Когда мы попадаем в какую-то ситуацию и нам нужна помощь, кому мы позвоним первыми? Позвоним ли мы кому-нибудь? Попросим ли мы о помощи? Кого мы попросим? Все это определяется внутренней картой социальных связей, которая лежит в нашем мозге, которую мы дополняем, перепрошиваем, не знаю, удаляем оттуда кого-то, добавляем оттуда кого-то. Если когда-то, не знаю, у вас рассыпалась какая-то дружба очень близкая, то вы точно понимаете, что... А все равно первый человек, которому я хочу позвонить, это моя близкая подруга, хотя я давно с ней не общалась. Очень сложно из этой карты отношений убирать кого-то, если там есть его место. И с этим, кстати, тоже в расстановках можно красиво и хорошо работать, да, через телесное проживание, вот, формируя, отдавая этому человеку новое место, формируя новые связи вокруг этого контакта. Так вот, интересно, что для гиппокампа, даже, наверное, не для гиппокампа, а в общем для правого и левого полушария нашего мозга расстановка воспринимается по-разному. Левое полушарие, фактическое, вот то, о котором мы сейчас говорим. Такое, слушай, расстановка – это классный инструмент, чтобы решить какую-то мою задачу. В то время как для правого полушария расстановка – это способ понять, как устроен целый внутренний мир, понять, как устроен целый человек, понять, как устроена его судьба. И, может быть, ничего не решать, но все это увидеть и интегрировать. И, конечно, если мы будем рассматривать разные расстановочные течения, вот тех людей, которые когда-то были вместе с Бертом Хеллингером, учились у него или параллельно развивали какой-то из методов психотерапии похожих, мы очень четко увидим, что некоторые из них прямо вот пошли по пути этого левополушарного. То есть у клиента есть задача. Клиент приходит, и мы ставим перед ним вот эту задачу, и мы решаем ее. И есть совсем другое ответвление, которое говорит о том, что я не знаю, как решить задачу клиента, но я могу расположить в поле расстановки то, что происходит, и посмотреть на это. И, возможно, когда мы что-то увидим, что-то начнет двигаться, что-то начнет изменяться. Такой совсем феноменологический правополушарный подход, в котором как раз и может быть очень тревожно, потому что нет правил. Не знаем, как правильно. Да, есть какие-то системные семейные законы, и вроде как семья должна но в фактической судьбе какого-то конкретного человека, в какой-то конкретной расстановке, которая происходит, всегда более важным будет то, как здесь складывается картина, а не то, как правильно левополушарно выставить всех, значит, тут всем поклониться,
отдать всем долги, вернуть себе свое и так далее. Все может быть совсем не так. И это тоже интересное свойство мозга, которое в расстановочной практике раскрывается вот так, раскрывается прямо фактически разными течениями, разными расстановочными школами. Интересно, что, тем не менее, тот и другой подход приносит прекрасные результаты. Подходит разным людям, естественно, но вот так. Окей. Что же с амигдалой, да? Что же с миндалевидным телом, которое также участвует в процессе, в нашем расстановочном процессе и очень большую роль занимает? Миндалевидное тело – это одна из первых структур мозга, которая начинает работать у новорожденного маленького ребенка. Амигдала – это штука, которая как звоночек начинает тревожиться, когда что-то не так. И на самом деле у новорожденного ребенка его страдания, его слезы, его беспокойство – это одна из важнейших функций. Потому что если ребенок не будет выказывать страдания, мы не узнаем, что ему нужна помощь, что его нужно покормить, что его нужно переодеть. И поэтому амигдалярная активность является, жизнеобеспечивающей, и, как вы понимаете, все, что в нашем организме является жизнеобеспечивающим, оно первым получает питание, оно первым получает поддержку, оно имеет самый сильный сигнал. Так вот, рожденный ребенок живет с мозгом фактически затопленным сигналом амигдалярной активности, сигналом беспокойства, сигналом опасности. Второй уровень сигналов, который он получает, это правополушарные сигналы присутствия. То есть, когда мама взяла на руки, да, это тепло, это давление, это контакт, тактильный контакт. Все, что связано с образом нашего тела, с тактильностью, с восприятием информации телесной, все это находится в правом полушарии мозга. То есть левое полушарие у ребенка начинает развиваться значительно позднее. Чтобы было понятно, естественно, ребенок рождается со сформированными двумя полушариями, но нейронная сеть правого полушария начинает уплотняться и наращиваться первостепенно, потому что первое соприкосновение ребенка с этим миром происходит через тело, через тактильный контакт. Таким образом, когда амигдала ребенка кричит, что с нами что-то не так, и вдруг появляются теплые руки, которые тебя берут и укачивают, и успокаивают, вокруг амигдалы начинают нарастать нейронные связи, которые, поддерживают ее комфорт. По сути, вот, если можно было представить метафорически, тоже как будто ее укачивают. Амигдала начинает кричать, и сигнал поступает в нейронную связь. Но есть мама, она приходила много раз, она сейчас вернется, обычно нас кормят, обычно мы сухие и так далее. И один из исследователей, мне очень нравится просто метафора, которую он использует, Дэниел Сигел, он привел концепцию метафорическую «рука» как концепт мозга. И вот мы смотрим с вами на ладошку. И ладошка – это чистый, абсолютно спокойный, безмятежный мозг ребенка. У нее есть ствол мозга, да, это первичная структура, ответственная за выживание. Есть амигдала. Амигдала находится в глубине мозга, она закрыта всеми другими структурами. И вот у ребенка есть ствол и есть амигдала. И нет нейронных связей, которые бы успокаивали ее. Они начинают наращиваться, когда подходит мама, потом еще раз подходит, потом еще раз и еще раз. И таким образом префронтальная кора и связи, которые в ней установлены, они как бы накрывают амигдалу, они успокаивают ее. Да, для взрослого человека это звучит так. В состоянии аффекта у вас отлетает крышечка. Ваша амигдала остается оголенной и воспринимает все остро. Паника и лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И тогда нам нужно накрыть амигдалу. Так вот, что мы делаем в расстановочном процессе? Когда клиент приходит в расстановочный процесс, он актуализирует какую-то свою проблему. Он говорит: моя амигдала, я волнуюсь, у меня стресс,
у меня непрекращающаяся выработка кортизола в организме, я не знаю почему. Когда включается расстановочный процесс, мы начинаем, выставляем клиента, выставляем, не знаю, маму, папу и так далее, мы начинаем подключать к неопознанному беспокойству какую-то информацию, обстоятельства времени и места, какие-то персоналии, сегодняшний день, потому что ты уже здесь и сейчас. И тем самым мы успокаиваем амигдалу прежде всего. Смотрите, никакой мистики, мы никакую информацию не считываем, в том смысле, что фактологически мы не знаем, что происходит. Но просто выполняя акт расстановочного процесса, мы уже накрываем амигдалу такой корой, да, префронтальной, которая ее успокаивает, которая так и создана для того, чтобы, собственно, регулировать эту активность. Почему нам этот шаг нам очень важен? Вот эта процессуальность, такая ритуальность расстановочного процесса, почему она очень важна? Потому что пока амигдала активна, в организме вырабатывается кортизол. И что делает кортизол? Кортизол не позволяет работать гиппокампу. А мы с вами помним, что гиппокамп – это то, что записывает в память не просто событие, как что-то бесконечное. Гиппокамп – это структура, которая определяет, что это не просто, не знаю, какой пример привести. Это не просто меня бросил мальчик, и это будет так всегда, я никому не нужна. Или, конечно, если бросил мальчик, то сначала где-нибудь там бросила мама. Не просто мама меня оставила, и она никогда не вернется. Гиппокамп говорит, эта мама оставила меня много лет назад на 1,5 часа, потому что ей нужно было уйти на работу. И когда мозг получает вот эту поддержку, когда амигдала получает эту поддержку, она успокаивается. Но чтобы начать получать эту поддержку, крайне важно выключить амигдалярную бешеную активность, чтобы стал снижаться уровень кортизола и чтобы гиппокамп смог работать. Потому что работа гиппокампа не происходит. Связывание, причинно-следственные связи, обстоятельства не наращиваются на события в момент острой стрессовой реакции. Потому что это достаточно энергозатратно. А в момент стрессовой реакции у нас нет ни времени, ни сил, ни ресурсов для того, чтобы еще как-то это событие облагораживать какими-то там историями, да, причинно-следственными связями, когда, где, почему оно произошло. Поэтому сам по себе вход в расстановочный процесс заглушает крик амигдалы и позволяет нам начать прикасаться к той информации, которая в гиппокампе хранится. Потому что вы удивитесь, но хотя эта информация о том, когда было, не знаю, совершено насилие или случилась травма покинутости, несмотря на то, что эта информация не интегрирована, то есть не связана с амигдалой, не может амигдале объяснить, что это закончилось, эта информация все равно хранится в гиппокампе. И даже если травма произошла в довербальный период и никогда не сможет быть переведена в слова, на уровне ощущений, на уровне того, что это было, но закончилось. На уровне того, что после этого было что-то еще, кто-то пришел, кто-то помог. На уровне ощущений в гиппокампе эта информация все равно есть. Гиппокамп связан в нашем мозге с той памятью, которая говорит нам: я знаю, что я это знаю. Я знаю, что это было, я знаю, что я знаю, что это закончилось. Амигдалярная активность связана с тем, что я не знаю, что я это знаю. То есть я это знаю, эта память во мне есть, но я не в контакте с ней. Я не знаю, миндалина говорит, я не знаю, что я это знаю. И так мы с вами вошли в расстановочный процесс и стали прикасаться к тому, что происходит. Да, просто сделали какую-то рамку. В зависимости от запроса выставили семейную систему клиента, не знаю, бизнес-расстановка, бизнес-систему клиента. И стали на это все смотреть. Дальше крайне важный момент, о котором мы уже говорили,
как мы смотрим на процесс, который явил нам клиент или его запрос. Смотрим ли мы на него как на проблему, которую нам как терапевтам надо решать, задачу, которая перед нами стоит, на деньги, которые нам эта расстановка принесет. Да? Мы смотрим логично, левополушарно, отстраненно. Есть задача, есть какие-то алгоритмы, которые помогут мне ее решить. И смотрим ли мы на это как на то, что к нам пришел клиент. Если он к нам пришел, он как-то с нами совпал, срезонировал, что он душа, что у него есть судьба, что не мы эту судьбу программировали и не нам решать, место или не место этому травматичному опыту здесь. Мы просто предоставляем ему свое пространство. И если вы сейчас задумаетесь, вы заметите, что то, что я описываю, похоже на первичное отношение матери к ребенку. Мать может быть функциональна, исполняя абсолютно все, что нужно. Но тем не менее, на каком-то уровне это все равно будет создавать ту самую избегающую привязанность, потому что ребенок не будет чувствовать соприкосновения. Мама все делает правильно, но ее здесь нет. Или другой вариант. Когда мама смотрит на ребенка и говорит: я не знаю, кто ты, я не знаю, почему ты ко мне пришел, но я буду наблюдать за тобой. И в этом наблюдении рождается тот самый заинтересованный контакт, который позволяет нам, матери, познавать ребенка и помогать ему. И угадывать, да, мама угадывает все, потребности ребенка. Этот же самый механизм помогает нам сонастраиваться с клиентом и вести его в процессе расстановки, как бы чувствуя рядом с ним, а вот следующие действия, которые мы собираемся предпринять как терапевты, вот это оно или нет. Здесь, конечно, можно сказать, что между матерью и ребенком существует эта незримая, совершенно невероятная мистическая связь, потому что они телесно были одно. Естественно, до 30 лет в организме ребенка сохраняются клетки матери и так далее. Много-много вот этих историй, через которые пытаются объяснить этот феномен. Да, все правда, так оно и есть. С другой стороны, перед нами, когда мы работаем в расстановочном процессе, перед нами клиент, взрослый, способный вербализировать. И да, в моем организме нет клеток клиента. Вот такой прямой эта связь не будет. Но этот клиент взрослый, я могу за ним наблюдать, я могу, взяв его за руку, чувствовать, когда мы взаимодействуем. И вот только что его рука дрожала, а потом она расслабилась. Или кулаки были сжаты, а потом они разжались. Или когда я сижу в зуме, я вижу, что клиент сидел ровно и вот так, а потом он как будто потек и расслабился. Клиент всегда показывает. И если я телесно предоставляю ему свое ментальное внимание, но вместе с тем свое телесное внимание, я могу почувствовать, так же как мать чувствует ребенка, потому что взрослый клиент дает гораздо больше информации, чем младенец своей матери. И будучи внимательной к этой информации и относясь к ней не как к мистическому акту, но на самом деле в высшей степени к мистическому. Представьте, насколько целостными, чувствительными, резонирующими мы созданы, что мы можем воссоздавать эти отношения с людьми совершенно нам незнакомыми. И интересно, я предположу, что чем более незнакомый человек, тем лучше может быть этот резонанс. Потому что с человеком знакомым меня могут отвлекать разные там наши взаимоотношения, контакты, все что угодно, но незнакомый человек, у меня нет к нему никакого другого подхода, кроме как смотреть на него и чувствовать, что откликается в моем теле, где что-то расслабилось, а где что-то напряглось, и что происходит. И вот, собственно, это еще одна история, которая может вести нас сквозь расстановочный процесс. То, о чем я говорю, это, конечно, очень правополушарная штука. В нашем мозге за эту чувствительность отвечает такая структура, как островок. Или инсулокортекс, по-другому называется по-английски. Собственно, островок регистрирует наше положение в пространстве, отдает нам внутренние сигналы, которые мы от тела получаем. Да?
Мой пресс напрягся или расслабился, моя спина как-то прямо сидит или немножечко расплылась, так и расслабилась тоже. Все это создает островок, и мы эти сигналы можем получать и считывать. В этом месте очень важно понять, что для любого человека, но для терапевта, конечно, особенно важно развивать свою собственную телесную чувствительность, и если что-то этой телесной чувствительности препятствует, то работать с этим. Потому что формальные методы хороши. Однако, для того, чтобы интегрировать всю картинку, предположим, у нас был какое-то из направлений расстановок, которое работает очень левополушарно. Есть, не знаю, правила семейной системы, и мы выставляем людей четко. Вот, посмотрите, вот так должно быть. Человек такой, ага, я теперь понял, и пошел. Когда он пошел, и когда эти формальные, правильные, процессуальные знания не соединены с тем, что он почувствовал, мы не получаем такой очень важный эффект, который, наверное, так бульварно называется инсайт. Такой эффект, ага, вот это оно. Потому что инсайт на уровне мозга это засветка всего мозга. Это, представляете, все структуры мозга вдруг раз и соединились, и как спаялись. Они были разрознены. Где-то было что-то отщеплено, что-то было заморожено, и вдруг что-то происходит, и вот этот эффект инсайта пронизывает наш мозг. Об этом очень красиво говорит Татьяна Черниговская, очень образно, и можно посмотреть ее интервью, где она касается инсайтов. Но инсайт, проведенный через весь мозг, оживляет все его структуры и позволяет начинать образовываться нейронным связям там, где раньше было заморожено, отщеплено и недоступно. Таким образом, при любом подходе нам крайне важно включать телесную составляющую. Формальные расстановочные подходы, которые используют в основном левополушарный контент, в любом случае ставят человека физически на то место, где он должен стоять в системе. То есть человек встает со стула и ногами встает на свое место. Уже даже такая маленькая интервенция очень хорошо включает островок и позволяет инсайту все-таки загрузить не только левое полушарие, но полностью пройти через весь мозг. Очень красиво на последней моей двухдневке, первой и пока что последней, работала один из тренеров. Это было так просто и удивительно. Она запустила расстановку, она взяла клиента, она клиента опросила, попросила его выбрать заместителей, и после этого сказала: так, сейчас, заместители, вы встаете со своих мест, и в течение 2 минут вы ходите по своим комнатам и просто собираете свои ощущения. Это было гениально. Я не знаю, то есть это было настолько просто и гениально. Людей, которые долго сидели и слушали лекцию и точно отлетели от своего тела и точно его не чувствуют, просто поставить и попросить их в ролях походить по комнате в течение 2 минут. Конечно, уровень ощущения собственного тела, ощущения пространства, люди, которые потом вернулись в кадр, это были совсем не те же самые люди, которые здесь сидели. Пока они ходили, их внимание сонастраивалось с клиентом, с той информацией, которую они слышали. Исходя из этого, они что-то заметили в своей комнате, в своем теле, и они все это внесли в расстановочный процесс. Это было очень красиво. И это такой очень простой способ подключить правое полушарие, островок к тому, что мы здесь делаем. Если у вас есть вопросы, то сейчас хорошее время, чтобы их задать, чтобы я немножко начала подытоживаться. Да, можно подытоживаться немножко. А я пока полистаю и посмотрю, ничего ли я не пропустила.
Еще одно важное такое, да, мы с вами прошлись по почему важен запуск расстановочного процесса, как мы синхронизируемся и идем потом сквозь этот расстановочный процесс. В конце я обязательно еще подобью это все последовательно. В финале расстановочного процесса, как правило, звучит некая такая завершающая, разрешающая, отпускающая фраза. Так вот, суть этой фразы состоит не в том, чтобы мы правильно назвали факты, которые произошли в судьбе клиента или судьбе его дальних родственников, судьбе его прабабушек, потому что расстановки, конечно, прекрасно работают с межпоколенческой травмой. И об этом я вчера писала в Телеграме, о том, что ближайшие ученые осторожны, они говорят, ближайшие 40 лет мы расшифруем белки, которые находятся вокруг ДНК, и мы сможем сказать в роду этого человека, какие были условия, обстоятельства, возможно, травматические события, которые повлияли на то, как ДНК этого человека и этой семейной линии распаковывается. Это, конечно, очень смелое заявление и очень красивая метафора здесь, да, когда мы делаем спил дерева, мы по этому спилу видим, сколько дереву лет, когда был какой сезон, когда была засуха, когда был заморозок, потому что цвет колец, их ширина нам об этом говорит. Вот примерно то же самое ученые пытаются и собираются делать в ближайшие десятилетия со структурой нашего ДНК. Любопытно, и мне всегда так красиво, я так наслаждаюсь тем, что Хеллингер просто увидел феномен. Его вера была такова, что он ему последовал. И спустя 50 лет после начала вообще первого раза, когда прозвучало слово расстановки, и спустя еще 40 лет, которые берут сейчас ученые на эту разработку, мы сможем узнать, как это работает. Фантастика. Но Хеллингер призывал нас, да, продолжать ставить и вести этот расстановочный процесс, несмотря на то, что у нас нет никаких доказательств, что так это работает. Сейчас у нас уже есть очень много доказательств, тем не менее многое еще непонятно, почему так работает. Однако мы находимся в такой серединке, когда точно можем отдавать себе отчет, что вот если мы сегодня отказываемся смотреть в эту тему, мы отказываемся использовать этот инструмент для себя, для клиентов, просто в течение жизни, мы больше не можем с вами оправдаться тем, что это как-то недоказательно, это какой-то был проповедник, а нам до него, как до Луны, нам местами до него правда как до Луны, но все-таки мы много можем сделать. Мы этим не пользуемся просто потому, что внутри нас есть какие-то ограничения, это надо расставить, я бы сказала так. Вот. Так вот, возвращаясь к третьему пункту, да, к завершению расстановки, к разрешающей фразе. Разрешающая фраза – это не факты. Вообще все расстановки не имеют отношения к фактологическому устранению, к фактологическому поиску, да, к обозначению информации, потому что это не метод расследования, не метод допросов. Они имеют отношение к субъективному проживанию человеком каких-то событий его судьбы, и, соответственно, разрешающая фраза ткется из того, что мы наблюдали здесь и сейчас, и могли почувствовать из себя здесь и сейчас, и она собирается для того, чтобы сшить воедино картину реальности клиента. Если говорить, опять же, да, на уровне мозга, на уровне ментальных конструкций, чтобы что-то страшное, что произошло в моей семье, обрело контекст обстоятельств, места и времени, обрело контекст смыслов, обрело контекст того, что вот в этой семейной системе не могло сложиться, это сложилось так, потому что согласно движению всей большой семейной системе к этому все шло. То есть разрешающие фразы, которые приходят терапевту, который находится в процессе, в соединенности с клиентом, это то, что рождается из совместного опыта, из совместного свидетельствования истории жизни клиента. Поэтому
Если вы видите какие-то демонстрационные сессии, какие-то расстановки, которые очень вас захватывают, которые касаются чего-то, какого-то материала внутри вас, поймите, что эти расстановки сработают для наблюдателей просто потому, что они резонируют. И материал внутри вас тоже начинает вдруг немножко шевелиться и, возможно, тоже немножко обретая какие-то формы, да, наращивая, уплотняясь, ваша миндалина тоже немножко закрывается, немножко поддерживается в этом месте. Но слова, произнесенные в качестве завершающей фразы, бесполезно записывать, бесполезно цитировать, потому что рождены они из совокупности наблюдаемого и ощущаемого человеком, который находится в соединении с клиентом. И когда вы будете находиться в таком процессе, и на самом деле, как человек, который начинал далеко не с расстановок, а с классической психотерапии, я могу сказать, что эти слова, они рождаются даже когда мы работаем, не знаю, в когнитивно-поведенческой модальности. Ты не знаешь, откуда вдруг приходит вот эта метафора или вот это направление движения, диалога дальше. Оно приходит в соединенности с клиентом. В расстановочном процессе, благодаря тому, что мы, кроме того, что чувствуем, мы еще видим, как картинка движется. Причем онлайн это тоже очень красиво, потому что то, что происходит в окошках наблюдателей, в окошках участников расстановки, оно точно так же движется. Просто работа нашего внимания направляется не только на телесное, да, перемещение человека, если бы мы были в комнате, она направляется, да, на всю комнату. Вдруг мое внимание упало, не знаю, вот как сейчас я сижу, разговариваю с вами, и я, тем не менее, могу переводить свое внимание на золотых птичек за моим правым плечом, или на доску с картинкой за моим левым плечом, или на камеру телефона, который параллельно ведет запись, потому что, не дай бог, Zoom возьмет и не запишет это. Я работаю своим вниманием точно так же. Очень много событий происходит в окошках людей, которые участвуют в расстановках онлайн. И это тоже очень информативно и красиво. Окей. Подводя итог, смотрите, что мы имеем в расстановочном процессе. Первое, что происходит, ролевое моделирование. Человек, которого ставят на место заместителя, входит в эту роль. Об этой роли он уже кое-что знает. Потому что, например, его назначают мамой. Он только что видел ребенка этой мамы. Вставая в роль, он начинает как будто, ну вот, знаете, так поддаваться ей, да, что вот если бы я сказала А, то следующее, что бы я сказала? Наверное, Б. То есть ролевое моделирование вполне себе такая часть расстановочного процесса, которая происходит на запуске. Дальше, когда фигуры появляются, когда люди, заместители появляются, мы видим экстернализованную внутреннюю картину мира человека. То есть до этого человек сидел, и мы не знали, что у него в голове происходит. И вдруг перед нами разворачивается картина, по сути, реальности, в которой живет этот человек. И все мы ее наблюдаем. Просто по банальному закону ощущения, да, плеча в лесу, когда рядом тигр. То, что кто-то рядом со мной еще наблюдает этого тигра, делает для меня переживание вот этого остроты момента более спокойным. Потому что мозг наш очень экономный товарищ, и когда мы можем проживать какой-то момент рядом с другим человеком, он начинает делить ответственность. Он сразу градус снижает. Да, и сниженный градус позволяет нам получить доступ к гиппокампу и к связи такой социальной, к социальной картине, которая происходит внутри, которая составлена внутри человека и может быть изменена здесь и сейчас, потому что появились новые обстоятельства. Потому что на месте моей мамы стоит другой человек, этот другой человек как-то чуть по-другому себя ведет. Чуть по-другому, чем моя мама. И я вижу, что эта конструкция может быть подвижной. Что в опыте моем такого раньше не было, но оказывается, моя мама может двигаться. И это перепрописывается в гиппокамп. И теперь уже внутри человека картина социальных взаимодействий другая. Уже.
а мы только вот расстановку начали. Далее к этому подключается системное мышление. Да, когда человек видит систему, когда он видит свою семью, когда он видит, здесь мы подключаем те самые системные законы, системные семейные законы, которые выявил Хеллингер, и, собственно, их 3, он следовал им. И все последователи его, неважно, какой подход они выбрали для себя потом, они все использовали эти законы. Видя законы образования, роста и развития систем, человек достраивает еще одну штуку – причинно-следственную связь. Такая система разворачивает вот такую картинку, потому что я делаю так, потому что я лоялен своей системе, потому что внутри моей системы такие правила. Могу ли я стать кем-то другим внутри такой системы? Мог ли я стать кем-то другим? Я не мог, но теперь я могу. Потому что я увидел другое, потому что я увидел, как другие люди делают по-другому. Ну и дальше, конечно, групповое поле, социальная регуляция, когда много людей, находясь в одном потоке информации, со спокойным вниманием, согласно определенной ритуальности, смотрят, дышат, отвлекаются, да, показывают, что ситуация может быть даже не настолько значима, насколько этот человек представлял. Происходит внутренняя регуляция самого клиента. Вот, наверное, если быть очень краткой и научно-популярной, это то, что я хотела рассказать. Сейчас смотрю вопросы. Да, запись делается и зумом, и еще камерой, поэтому все будет в доступе. Наверное, в финале мне хочется сделать пару отсылок. Они для меня тоже очень красивые, очень хорошие. Смотрите, мы в психологии используем понятие переноса и контрпереноса. И оно ни у кого из нас не вызывает никаких сомнений, не вызывает сомнений внутри психологического сообщества, не вызывает споров. Эти понятия Фрейд ввел около 100 лет назад. Мы можем предположить с вами, что да, примерно 100 лет – это период полураспада сомнений, которые приходят в том или ином методе. Потому что на самом деле перенос – это спонтанная расстановка, которая возникает внутри отношений терапевта и клиента. А расстановка – это намеренно вынесенный наружу перенос. То есть перенос клиента на терапевта, когда клиент начинает видеть в терапевте свою мать. Он внутри себя делает эту расстановку. В расстановке же мы проявляем этот процесс. Мы говорим: хорошо, ты видишь меня как свою мать, давай поставим твою мать. И посмотрим, что будет происходить. Это настолько тождественные понятия. Потому что на самом деле в любой терапевтической модальности то, с чем мы работаем, это тело человека, его мозг и его устройство. Все это плюс-минус одинаково функционирует. Нет каких-то других возможностей, каких-то других мозговых структур, способных осмыслять психоанализ или расстановки. Поэтому работаем с тем, что есть. Мы здесь имеем очень такой синхронизм хороший. Кроме этого, у Фрейда есть очень знаменитая фраза, которая звучит так: «Все, что не прожито, должно быть повторено». И говорит о том, что критические события в жизни, допустим, ребенка, которые он не мог пережить и вытеснил в бессознательное, будут создавать сценарий его жизни. Условно, брошенная папой девочка или мамой девочка будет искать отвергающего партнера, чтобы снова и снова сталкиваться со своей травмой до тех самых пор, пока сил ее не будет достаточно на то, чтобы эту травму прожить в полной мере, все чувства с ней связанные, все сложности ей принесенные, и интегрировать этот опыт, согласившись с тем, что да, меня можно бросить, и с этим ничего страшного. В расстановках есть примерно такая же фраза. Она очень обобщенно звучит так: исключенный материал будет искать носителя. Разница между двумя этими фразами состоит в том, что Фрейд говорит о текущей жизни,
Все, что не прожито в моей жизни, будет повторено в моей жизни. Расстановки расширяют эту рамку и говорят, все, что было не прожито и исключено в поколениях, будет искать носителя и воплощаться в новых поколениях до тех пор, пока не будет кем-то из нового поколения разрешено. И тут эпигенетики нам делают большой подарок, когда говорят, что да, один из примеров, очень известный эксперимент на крысах, когда крыс обучали, что запах роз или вишен, точно не помню, предположим, роз, рядом с запахом роз всегда есть опасность. Эти крысы, наученные такому, что там, где розы, там условно мышеловка, да, там, по-моему, их било током, там, где розы, там бьет током. Наученные этому паттерну, крысы рождали потомство. Это потомство у них забирали сразу. То есть крысы не могли научением передать эту информацию. Однако же рожденные крысята боялись запаха роз, потому что эта информация была передана. Подобные исследования, подобного феномена исследования на людях проводились с жертвами Холокоста и с их потомками. Однако здесь мы не можем говорить о такой прям вот научной достоверности, потому что все-таки семейный контекст, культурный контекст, все-таки этих детей никуда не изымали, то есть они в этом варились, и поэтому действительно ли эпигенетические изменения связаны с поколенческой передачей, или они в том числе связаны с информационной передачей, которую эти дети получали внутри своих семей, вот это до конца остается невыясненным, но тем не менее эксперимент на крысах довольно достоверно показывает, что поколенческая передача таки существует. Ожидаем исследований, которые покажут это на людях. К счастью, люди живут гораздо дольше, чем крысы, поэтому эти эксперименты более лонгитюдные, да, 40 лет, которые берут ученые на расшифровку белков вокруг структуры ДНК, это, возможно, даже еще оптимистический прогноз относительно того, что человеческая жизнь все-таки удлиняется. Вот. Но, тем не менее, посмотрим, что из этого всего выйдет. Вот так. Наверное, это все, чем я хотела с вами поделиться. Прям так совсем все-все. Вот. Конечно, в моих тут черновиках много разных идей и контекстов, и подходов, но мне кажется, что для первого знакомства этого достаточно. Я повешу в телеграм-канале обязательно пост для вопросов, которые, может быть, у вас созреют, да, по итогам этой просмотренной лекции, по итогам вашего наблюдения за своей жизнью, за своими внутренними расстановками, которые вы видите в своей голове, которые там на самом деле гиппокамп вам постоянно создает. Вот, приходите с вопросами, если найду какие-то важные заметки, которые сейчас не рассказала, обязательно их опубликую. Вот, подписывайтесь на мой телеграм-канал, приглашайте туда всех, потому что, конечно, хотелось бы собираться более большими коллективами и обсуждать такие интересные, замечательные темы, которых на протяжении этого года будет точно много, вот, в контексте расстановок и не только. Спасибо большое, что вы были со мной, это очень ценно, мне было очень приятно ориентироваться на лица, которые появлялись в окошках, и на ваши отклики, вот. Так что на сегодня завершаем запись, завершаем трансляцию и прощаемся. Но буду ждать вас в комментариях. Все, всем пока.